Дорогие братья этой прекрасной планеты, я Равена. С великой радостью я снова здесь, неся всю безусловную любовь, которая у меня есть в моем сердце, распространяясь через сердца всех вас. Еще один этап путешествия прощения. Интересный круг, где вам преподносят людей и факты, чтобы произошла просьба о прощении и прощении. Старайтесь не зацикливаться на образах, которые вы видите. Мы понимаем, что они могут быть сильными образами и беспокоить вас, но не привязывайтесь к ним. То, что некоторые сцены так трудно забыть, связано с тем, что эта душа до сих пор не простила. Совершенное действие было чрезвычайно сильным для этой другой души. Но это лечение, улица с двусторонним движением, не только вы освобождаетесь от этих энергий. Другая душа или другие души тоже. Но иногда это занимает немного больше времени, потому что им нужно больше сил, чтобы простить вас, чем вам, чтобы попросить прощения. Прощать всегда труднее. Просьба о прощении не так проста, но легче. Потому что есть осознание поступка, совершенного неправильным, обманным путем, в момент неуравновешенности, в момент гнева. Для тех, кто совершает поступок, не то, чтобы это легко, но просьба о прощении становится проще. Для получателя не очень. Поставьте себя на место, противоположное тому, кто получил действие, которое вы совершали какое-то время. Легко ли было простить? Возможно, нет. Но вас помещают с обеих сторон. Как в моменты, когда вы совершаете действие, так и в моменты, когда вас ударили. Работа должна быть выполнена полностью, а не только одним способом. Это улица с двусторонним движением, и все другие вовлеченные лица также получают лечение. Вы словно спасаете эти души, чтобы они тоже могли быть освобождены. Так что вы не просто исцеляете себя, вы помогаете исцелиться и другим душам, тем душам, которые прошли через ваши пути. Так что поймите, что это не такая уж эгоистичная работа, это огромная работа. Потому что если вы совершили что-то против толпы, сколько душ будет там обработано, сколько душ будет представлено к прощению. И будьте уверены, многие прощают, потому что хотят освободиться от чувства. Конечно, к сожалению, не все души согласны прощать. Многие уже вступили на путь зла, отсутствия любви, и наоборот, настаивают на том, чтобы эта энергия оставалась живой, как бы привязывая вас к себе. Но будьте уверены, что в этой работе путешествия прощения вы освобождаетесь от этих оков. Энергия находится только на другой стороне, пока однажды эта душа снова не увидит свет и не почувствует любовь в своем сердце. Но разрыв этого акта происходит из-за того, что вы попросили прощения и пошли от сердца. Итак, осознайте, насколько важен этот процесс. Это не изолированный процесс, когда вы просто заботитесь о себе, о своих душах. Это процесс, в который вовлечены многие души. Вы были генералами, командирами и приказали убить многих. Сколько смертей у тебя за спиной? Затем каждую из этих душ, каждого, кто умер по вашему приказу, приводят, чтобы простить вас, приводят к нам. Чтобы он мог простить вас. И он также может обрести покой в своем сердце. Итак, осознайте, что это непростая работа, как думают многие, что это легко, просто сделать медитацию, и все кончено.
Нет, это не так. Потому что, если вы занимаетесь медитацией только ради того, чтобы делать это, ничего не происходит. Мы ничего не делаем, мы никак не действуем. Должна быть реальная готовность прощать и просить прощения. Просить искреннего прощения у каждой из тех душ, которых вы обидели. У многих есть короткие путешествия на этой планете, но как насчет других и их предыдущих жизней? И так все решается, будь то на этой планете или на другой. Процесс огромен, и вы не представляете, насколько он поднимает энергию планеты. Потому что, когда нет этой энергии боли, ненависти, мести в сердцах тех душ, которые еще живут на этой планете или на других, энергия поднимается. Потому что побеждает любовь. Не думайте, что эти души не воплощены. Подавляющее большинство все еще здесь. И многие из вас живут вместе по сей день, сами того не зная. Так что это работа, которая помогает не только душам, но и самой планете. Так что делайте весь этот процесс с большой любовью в ваших сердцах. Чтобы процесс действительно работал. И как уже было сказано, я также подтверждаю. Мы наслаждаемся результатами. Вы предаетесь этому процессу с большой любовью, и вся эта энергия трансмутируется в большее количество любви на планете. Тот самый момент. Выдыхайте больше и больше любви. Соединив ту великую волну любви, которая гуляет по планете и которая была порождена. Каждое мгновение любви, каждое отношение любви вы подпитываете эту огромную массу розового луча по всей планете, подавляя все больше и больше низших вибрационных энергий. Но это очень интересно, и необходимо, чтобы вы продолжали. Чтобы вы отдались этому процессу с большой силой и большой любовью, и вы очень-очень скоро увидите результат всего этого. Продолжайте, мои братья, попросите нашей помощи. Если сцена не выходит из головы, попросите нашей помощи, чтобы мы ходатайствовали за эту душу, чтобы, если она вас не простит, энергия полностью отключилась от вас. Попросите нашей помощи.